Сейчас же уже легализовали коноплю, да? В медицинских целях. Ну, собирай. Законопроект. Еще не приняли еще. Но до этого, уже несколько лет назад, в Сумской области, в замечательном городе Глухов, открылся центр терапии коноплей. Вы в курсе? Ну, собираемся и едем туда, всей компанией. Да. Центр терапии коноплей, да, представляете? Они это мотивировали тем, что конопля прекрасно помогает больным раком, склерозом. А я думаю, склерозом? Как? Не расстраиваться? Такая помощь? Я что, не слышал, чтобы люди приходили к врачу, типа, у нас дед болен склерозом, и врач такой, так накурите его. Просто... Хотел что подсказать? И он забудет. Так в этом и прикол. Нельзя накуривать больных склерозом, потому что они же начнут страдать ожирением. Потому что они тупо не будут помнить, попускались они или нет. Понимаете? Очень опасно. И это все курирует мэр этого города. Мэр этого городка. Потому что об этом сказал он. И он в этом интервью заявил, что этот центр будет похож не на лечебницу, а на центр красоты. Он долбит. Я вам отвечаю. Ну, стопудово. Я думаю, его просто хотели накрыть мусора, там просто у него дом был весь в дыму, они пришли, он такой, блядь, это центр красоты, ребят. Ну вот так это случилось, типа. Я думаю, следующим его заявлением будет, он выйдет к людям, скажет, все, люди, глуховчане, больше я не мэр, теперь я Джа. Каждые 5 лет у нас будут выборы нового Джа. Вот. Да, Черновецкий, получается, все верно, все верно. Вон. У кого есть коты? Не скоты, а коты. Коты или кошки? У вас есть, я знаю, да. И кошки тоже подходят. У вас остальных нет. Можно купить, кстати. У меня родители продают кошек. Я специально вас собрал. Продажи идут не очень, я ради этого сольник сделал. Мейн-кун, хорошая порода. Дверь закройте, пока котов не купят, мы с аукциона сейчас их пустим. Ладно, на самом деле, я когда жил с родителями, мы купили кота Мейн-куна. Есть действительно кошки, если кому-то интересно. Правда, можно купить, сейчас уже большие скидки на них. Вот. А мама будет видео смотреть, поэтому она скажет, если что-то не сказал. Ну, там люди сидели. Вот. Короче, и я заметил, что... То есть у остальных нет кошек, у вас собаки. Попугаи, богомолы. Дети. Ну там похожие проблемы бывают. Да, короче, я заметил, что коты сбрасывают предметы. Ну типа, если ты неосторожно положил на то место, где он ходит, подоконник, там стол, еще что-то, телефон или еще что-то, он обязательно подлезет там, где он ходит, сбросит, оно ему мешает. Ну, да, он подходит. Я так узнал, потому что у меня телефон так несколько раз улетал. Вот. И в те моменты, когда очередной раз улетел мой телефон, я подумал... Я упускаю все время какой-то момент очень важный. Мне кажется, я упускаю, когда кот мне выдвигает требования. Ну типа, признай меня своим господином, если тебе нужен этот телефон. Я проебаю, и он такой... Понимаете? Я, кстати, думаю, что они таким образом познают мир. Ну, свойства предметов имеется в виду. Насколько предметы хрупкие, насколько эти предметы важны для хозяина. Познают. Кот, он шантажист, получается. Знаете? Ну так можно в итоге когда-то вернуться домой, а у него в заложниках твои дети. Значит так, меня задолбали твои дети. Просто достали. Хватит дергать меня за хвост. У меня есть требования. Во-вторых, признайте меня вашим хозяином. В-третьих, я устал сам себе лизать яйца. В-четвертых, хватит запрещать собаке есть мои какашки. Мне приятно на это смотреть. В этот момент собака такая, yes! Пошла в лоток. И ты такой, окей, кот, положи пистолет, кот. Все хорошо, медленно опусти пистолет. Сейчас мы выйдем из центра терапии коноплей, и все станет на свои места, кот. Все будет хорошо.